Харьков являлся первой столицей Украинской Советской Социалистической Республики. Это был большой город, он сейчас является очень большим городом. Это был промышленный и железнодорожный центр. Особенность этого города в истории войны в том, что за этот город произошло фактически 4 битвы. 4 битвы за город Харьков. На нашей карте отображены события февраля-марта 1943 года. Это освобождение, первое освобождение города, ну и, конечно, потеря опять этого города. Непосредственно центром карты, смысловым таким центром, является площадь Дзержинского и здание Госпрома, которое было построено перед войной в центре Харькова. Кроме этого, это некоторые жилые кварталы, которые находились около этого здания «Газпрома». То есть это основа нашей карты. Харьков очень интересный город, с ним повезло, у него интересная компоновка вот именно этого района. Есть достаточно высокая массивная постройка, здание госпромышленности, которая задает дугу улицы. Соответственно, по этой дуге строились и другие кварталы. Это интересно как и визуально, так и с точки зрения геймплея. Общее настроение команды было боевое, мы ждали уже эту работу, нам очень хотелось поскорее начать ее делать. Точили свои стилусы, потому что задача была неординарная, интересная, и с пылом, с жаром мы ее выполняли. Вообще над картой Харькова мы работали несколько месяцев. Ценным очень источником информации явилась аэрофотосъемка, которую сделали пилоты немецких самолетов непосредственно перед тем, как был этот город захвачен в 1941 году. Очень-очень сложно вписать геймплейную схему в то историческое пространство, которое там есть. Поэтому нам приходится какие-то вещи обыгрывать. То есть мы точно понимаем, что, допустим, вот это здание мы убрать не можем, потому что оно узнаваемо, оно значимо. Приходится идти на какие-то хитрости, думать, как ему можно обыграть, как забалансить это место. Руководствуясь логикой и историческими знаниями, мы старались разместить объекты так, как это было либо могло быть во время боев за город Харьков. Безусловно, мы какие-то элементы карты уже сознательно ставили там, где их не было. Но я, как историк, хочу заверить, что их лишь необходимый минимум для того, чтобы карта была интересна для игры. Было сложное место в центральном районе, если смотреть на карту. Получилась такая достаточно открытая площадка, которую надо было чем-то занять. Но мы пошли на компромисс, и одним из решений было это расположить временные постройки, то есть какие-то небольшие жилые дома. Сложность заключалась в том, чтобы придумать, как в этом небольшом, маленьком, замкнутом квартале расположить эти славные небольшие домики. Геймдизайнеры и левел-дизайнеры, они расставили объекты, дома, главные такие неразрушаемые объекты, в тех местах, которые нужны по геймплею и с исторической точки зрения, а мелкие объекты разрушаемые и всю остальную красоту наводила уже я. Сделали скайбокс, что достаточно было сложно, так как прямо на скайбоксе были нарисованы гадрейсы, так называемые, это лучи солнца, пробивающие сквозь тучи. Вот. Сложность была в том, чтобы, показав их на скайбоксе, они воспринимались реально, как будто они существуют на самой карте. Очень понравилось работать с городской картой, потому что при низком солнце, как на Харькове, очень разнообразная получается атмосфера. Значит, в некоторых дворах темно, в некоторых светло, лучи солнца падают по косой, там по-разному освещают, получается очень разная интересная атмосфера, такая душевная. Мне максимально интересно, это район деревенской застройки, там получилось очень уютно. Место, да, там геймплей, возможно, максимальный будет проходить в городе, так как там есть укрытие от артиллерии, но это место очень, скажем так, не знаю, романтично. Создавая исторические карты, в какой-то степени
популяризируем именно историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и не даем нашим игрокам забывать то, что происходило в те, без сомнения, тяжелые для нашей страны годы. Возвращаясь во время игры на эту карту, игрок в какой-то степени переживает те события, которые проходили в то время. Когда карта выходит, это очень волнительно. Ты не знаешь, что в итоге получится, как ее оценят, как ее примут. Хочется, чтобы игрокам она понравилась, чтобы они на ней играли, получали на ней удовольствие. Вот там будут свои фичи, свои геймплейные места. Скажем так, у нее будет своя индивидуальность. Например, на карте Сталинград мы применяем еще новые дополнительные технологии, она будет еще более интересна. А дальше еще более серьезные глобальные планы. Играйте на карте Харьков, ищите секретные места, там есть сюрпризы.